Сегодня наш рассказ о самых грандиозных дерби и классико, которые оказали существенное влияние на футбол. Дерби старых фирм. Это противостояние двух команд из Глазго, которое берет свое начало с 1888 года. В самом первом матче победу отпраздновал Селтик 5-2. Очный матч этих команд, Селтика и Глазго, оказывает значительное влияние на экономику Шотландии. Грандиозная уругвайская классика между Националем и Пеньяролем. Это одно из самых знаменитых и одно из самых старейших дерби на планете. Первая встреча состоялась более 120 лет назад и закончилась в пользу команды английских эмигрантов Пеньяроля 2-0. Дерби вечных врагов. Это матч между самыми успешными греческими командами. Первая игра состоялась в 1925 году. Стоит сказать о том, что Панатинайкос представлял центр Афин, где жили наиболее зажиточные греки, а Олимпиакос завлекал в свои ряды рабочий класс. Первая французская классика увидела свет в 1971 году, когда сильнее оказался Марсель 4-2. Матч с ПСЖ считается самым главным в стране, ведь он охватывает социальные и исторические аспекты французской жизни. Часто поединки продолжаются вне стадиона. В голландском дер-классике участвуют два крупнейших мегаполиса – Амстердам и Роттердам. В жизни страны эти города соперничают не только на футбольном поле. Первая встреча между Аяксом и Фейнордом состоялась в 1921 году и закончилась 2-2. Мексиканская суперклассико между командами Америка и Гвадалахара оказывает огромное влияние на всю Северную Америку. Самый первый поединок состоялся в 1943 году, когда выиграла Гвадалахара 1-0. В Испании выделим два наиболее влиятельных соперничества. Эль Классико собирает огромную аудиторию, считается самым популярным во всем футбольном мире. Впервые Реал Мадрид и Барселона пересеклись в мае 1902 года. Игра закончилась победой каталонцев 3-1. Старое классическое дерби между принципиальными испанскими регионами, которые представляют Атлетик Бильбао и Реал Мадрид. Самый первый поединок между клубами прошел в 1903 году, когда клуб из Бильбао взял верх 3-2. Дер-классикер – матч между известнейшими и самыми титулованными немецкими клубами Боруссией и Баварией. Правда, это молодое классико, ведь впервые клубы сыграли в 1965 году. Дортмунд тогда был сильнее со счетом 2-0. Интерконтинентальное дерби – это матч между Фенербахче и Галатасараем. Эти команды вместе с Бешикташем называются Большой Стамбульской тройкой. Первая встреча состоялась более 100 лет тому назад, в 1909 году, и закончилась в пользу Галатасарая 2-0. Противостояние Арсенала и МЮ – матч наиболее успешных команд. Оно берет свое начало с 1894 года, когда Ньютон Хит и Вулвич сыграли 3-3. Две команды входят в тройку наиболее титулованных в Англии. Северо-западное дерби считается самым главным в Англии, сравнимо с испанским Эль Классико или итальянским дерби. Манчестер и Ливерпуль связывают исторические, экономические и промышленные связи. Самый первый матч состоялся в 1894 году и закончился 2-0 в пользу Ливерпуля. Вечное дерби – это матч между самыми популярными сербскими командами Партизан и Цервена Звезда. Его называют одним из самых свирепых в Европе. Первая встреча состоялась в 1947 году и завершилась со счетом 4-3. Суперклассико берет свое начало с 1913 года, когда Ривер Плейт обыграл Бока Хуниорс 2-0. Знаете ли вы, что термин классико возник именно в Аргентине, а позже уже перекочевал в Европу? Когда между собой встречаются Ювентус и Интернационалы, этот матч называется итальянское дерби. Самая первая встреча относит нас в 1909 год, когда черно-белые победили 2-0. Туринцы имеют в 2 раза больше побед в чемпионате страны. В этом же году зародилось еще одно грандиозное итальянское дерби между клубами из одного большого города Милана. Первая встреча завершилась 3-2 в пользу красно-черных. Дерби носит название Делла Мадонина в честь знаете кого? Главной достопримечательности города – статуи Девы Марии. Пражское дерби зародилось в 1896 году, когда впервые между собой сошлись клубы из столицы Чехии – Славия и Спарта. Первая встреча завершилась в ничью 0-0. Главное московское дерби – принципиальная игра между Спартаком и ЦСКА. Противостояние считается одним из самых напряженных и одним из самых популярных в России. В 1922 году первый матч выиграл ОЛС ЦСКА 4-2. В Лесото существует грандиозное северное дерби. В нем принимает участие клуб Ленар, который играет на стадионе вместимостью 1000, и Лиоли 3000. На трибунах часто можно увидеть африканских шаманов. Чего вы улыбаетесь? Команды, между прочим, выиграли 8 чемпионатов на двоих. Помогите мне усовершенствовать этот список самых влиятельных дерби. В прошлом видео мы говорили о десятке самых титулованных в Европе. Спасибо за просмотр, дальше интересней.